Мы находимся в Ираке, всего в 30 километрах к югу от Мосула, среди руин древнего города Кальху, который в Библии известен как Калах, а современному миру — как Нимрут. Именно здесь 3000 лет назад билось черное сердце самой жестокой, дисциплинированной и эффективной империи древности — Ассирии. Среди обломков алебастра, следов пожаров и разрушений, оставленных фанатиками уже в 21 веке, сохранился образ, который не дает человечеству покоя вот уже 1,5 века. С тех пор, как в середине XIX века британский археолог Остин Генри Лейярд впервые расчистил эти стены от песка, мир снова и снова возвращается к одной странной, навязчивой детали, вызывающей споры у ученых и конспирологов. Посмотрите на барельеф. Перед вами крылатое существо — Апкалу, мудрец. Его тело гипертрофировано-мускулисто, как у атлета, голова — хищного орла, а за спиной раскинуты огромные, тщательно проработанные крылья. Это не бог в привычном нам смысле. Это полубожественное существо — хранитель тайных знаний, пришедший из вод первозданного океана Абзу, чтобы научить людей основам цивилизации. В одной руке, поднятой вверх, он держит предмет, похожий на сосновую шишку. В другой руке, опущенной вниз, он сжимает объект, который выглядит пугающе современно и явно выбивается из архаичного ряда мечей, луков и посохов. Этот предмет напоминает сумку — жесткая полукруглая ручка, прямоугольное основание, ощущение клапана или крышки. Именно он десятилетиями сводит с ума альтернативных исследователей. Мы видим его не только здесь, в ассирийских дворцах. Тот же мотив вырезан на колоннах в Турции, в Гёбекли-Тепе, комплексе возрастом более 12 тысяч лет. Мы находим похожие формы в искусстве ольмеков в далекой Мексике. Конспирологи десятилетиями кричат о древних астронавтах, переносных батареях, кислородных генераторах, передатчиках, чемоданчиках с ядерными кодами исчезнувшей цивилизации. Но наука требует фактов. Она требует доказательств, которые можно измерить, взвесить, перевести и проверить в лаборатории. И прямо сейчас, пока вы слушаете этот текст, в тишине кабинетов Британского музея, Лувра и в полевых условиях Ближнего Востока происходит тихая, но фундаментальная революция. Ученые, наконец, открыли эту сумку. Не физически, ведь на рельефах она каменная, а информационно. Используя новейшие методы трехмерного сканирования, спектральный анализ микроскопических остатков пигмента и, самое главное, компьютерную перерасшифровку тысяч ранее неверно понятых или фрагментированных клинописных табличек, исследователи выяснили, что было внутри, зачем этот предмет был нужен самым могущественным существам Вселенной в представлении древних, и правда оказалась куда более сложной, приземленной и тревожной, чем любые фантазии о пришельцах. Это история о выживании, страхе перед хаосом и технологии, которая, как верили древние, удерживала цивилизацию от распада и голодной смерти. Приготовьтесь. Мы открываем черный ящик Месопотамии. Наше расследование начинается в самом центре власти древнего мира, в северо-западном дворце царя Ашшур-Насыра-Пала II, IX век до нашей эры. Царь, без ложной скромности называвший себя царем Вселенной, украсил свой тронный зал сотнями подобных изображений. Апкалу с сумками стоят по всему периметру, плечом к плечу, формируя непрерывный магический барьер вокруг трона. Почему именно сумка? Почему не меч, которым ассирийцы покоряли народы? Почему не посох власти, не отрубленная голова врага? Долгое время историки, не находя ответа, называли этот предмет просто и безлико — ведро. Но это слово не объясняет его сакрального значения. Ведро — бытовая утварь, предмет для воды или грязи.
А здесь изображен ритуал высшего порядка, от которого зависела судьба империи и жизнь самого царя. Боги не ходят с ведрами для мытья полов. В 2023 году международная группа ассириологов из Чикагского и Гейдельбергского университетов, работавшая над обновлением монументального аккадского словаря, совершила лингвистический прорыв. Они заново проанализировали узкоспециализированные тексты ритуалов очищения из библиотеки Ашурбанипала в Ниневии и нашли точное техническое описание ритуала, изображенного на стенах. Предмет в левой руке Апкалу имеет конкретное название. На аккадском языке он называется банду, бандудду. И это не сумочка и не кейс. Это контейнер, емкость, специализированный литургический инструмент. Тексты описывают его как сосуд для переноски материалов, необходимых для магических действий. Но настоящая сенсация произошла, когда тексты сопоставили с данными фотограмметрии. Сканирование поверхности рельефов с микроскопическим разрешением выявило следы краски, невидимые человеческому глазу. Мы привыкли видеть эти изображения серыми и мертвыми, но 3000 лет назад они были яркими и гипнотическими. Спектральный анализ показал, что сумки окрашивались не случайно. Они были черными или красновато-коричневыми, с золотыми элементами на ручках и ободках. В Ассирии цвет — это код, это язык. Черный — цвет битума, плодородной земли после разлива рек, тайных вод Абзу. Красный — цвет жизни и крови. Золото — цвет божественного сияния, меламму. Это была первая серьезная улика. Сумка не была мягкой кожаной, как предполагали ранее. По текстуре и цвету ясно, что это был жесткий сосуд. Бронзовый, керамический или даже золотой, возможно, оплетенный кожей или веревкой для переноски. Но что находилось внутри? Жидкость? Порошок? Смола? Ответ скрывался в другой руке Апкалу. В правой руке, поднятой в жесте действия, он держит яйцевидный предмет, похожий на сосновую шишку. Долгое время его называли мулиллу, очистителем, считая, что жрец просто кропит водой. Но ботаники и историки сельского хозяйства указали на игнорируемое сходство. Это анатомически точное изображение мужского соцветия финиковой пальмы, спадикса, а в некоторых вариантах — кедровой шишки. И тут пазл сложился. Апкалу почти всегда изображаются рядом со священным деревом, сложным символом жизни, божественного порядка и самой ассирийской государственности. Они совершают акт искусственного опыления. В Месопотамии, где жизнь миллионов зависела от урожая фиников и злаков, искусственное опыление было критически важной технологией выживания. Нельзя было полагаться на ветер. Человек брал мужское соцветие, поднимался на женское дерево и вручную переносил пыльцу. Апкалу совершают этот акт на метафизическом уровне. Они опыляют царя, передавая ему божественную силу — ме, сущность цивилизации, плодородия и защиты. И если в правой руке инструмент нанесения, то что в левой? Ответ, найденный в клинописных текстах серий Битрики и Бит-Мессери, поразил своей прагматичностью. В сумке находился расходный материал — топливо ритуала. Сложная смесь, святая вода из чистого источника, символизирующего Абзу, смешанная с пыльцой, маслами, смолами кедра, кипариса, можжевельника и, возможно, очищающей смолой и медом. Сумка — не батарея и не кейс. Это ведро с эликсиром жизни, переносная литургическая лаборатория. Без нее ритуал не работает. Шишка — это кисть, сумка — ведро с краской реальности. Физические доказательства были найдены в царских гробницах Немруда, открытых в 1989 году.
Там обнаружили бронзовые и медные сосуды с точно такими же полукруглыми ручками и прямоугольным основанием. Анализ микроскопических остатков показал следы масел, смол, воска и растительных липидов. Это подтверждает, внутри переносили густую вязкую жидкость для помазания и очищения. Это меняет наше представление о технологиях богов. Их чудо — агрохимия, селекция и антисептика. Сумка — символ победы над голодом, болезнями и распадом. Это груз ответственности. Уронишь ее — погибнет урожай, заболеет царь, рухнет мир. Даже сходство с Гёбекли-Тепе и Мезоамерикой объясняется не пришельцами, а архетипом и конвергентной эволюцией. Корзина с ручкой — универсальный иероглиф власти над ресурсами. Это символ сеятеля, того, кто приносит порядок и жизнь. Археологи открыли сумку Бога и не нашли там ни лазера, ни карты звезд, ни двигателя варп-прыжка. Они нашли семя, воду, масло и страх перед хаосом. Это разочаровывает любителей фантастики, но вдохновляет тех, кто любит настоящую историю человечества. Древняя Месопотамия предстает не как посадочная площадка НЛО, а как тревожная, мудрая аграрная цивилизация, одержимая выживанием и будущим своего урожая. Каменная сумка в руке крылатого гения — это послание сквозь тысячелетия. Берегите порядок, знания и природу, иначе хаос поглотит вас. Спустя 3000 лет мы понимаем, что содержимое этой сумки по-прежнему жизненно важно для нас. Дело месопотамской сумки закрыто. История продолжается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.